Смарт-часы с TFT HD-экраном диагональю в 2 дюйма, встроенным динамиком и микрофоном, функцией Bluetooth вызовов, стильным дизайном, временем автономной работы до 8 суток, поддержкой более 100 видов тренировок, еще бы ими пользоваться, да, хотя бы 10%. И это только малая часть того, разумеется, что нам обещает сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Hello Watch. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, подробненько расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой-черной упаковке из тонкого картона. На упаковке есть краткая характеристика, изображение и название модели. Упаковано все довольно бюджетно, и в комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый ремешок, краткое руководство и зарядное устройство с пинами. Вес смарт-часов вы видите на экране, как и габариты, а ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Когда они кончатся, буду разыгрывать уже Poco X7 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Присутствовать на стримах с розыгрышами не обязательно, но желательно, чтобы посмотреть прожарки смартфонов, которые мы делаем с вами системно. Стараюсь покупать все, жарить все и обсуждать с вами тоже все. Переходим к часам. Hello Watch S6 поставляются в черной, серой и розовой расцветке. Дизайн модели обыкновенный с одной стороны, с другой стороны S6 слегка напоминают часы от CMF. Сборка далеко не лучшая, все из-за плохо оформленных стыковочных швов. Плюс корпус выполнен из довольно дешевого пластика с матовым покрытием. Ремешок быстросъемный, со стандартным креплением и застежкой из металла, за что плюс. По качеству он неплохой, но запястье под ремешком потеет, ремешок слегка натирает. При носке из-за веса они практически не ощущаются, и спать с ними в целом очень даже комфортно. На корпусе смарт-часов расположили магнитную область для зарядки с пинами, к сожалению, но учитывая стоимость, неудивительно, динамик, микрофон и датчики мониторинга здоровья. На правом торце находится одна механическая кнопка с заметным люфтом, отвечает она за переход в меню и возврат. А зажатием можно перейти во вкладку с выключением устройства и совершением экстренного вызова. Функция прокрутки не реализована, да и персонализировать команды на кнопке возможности нет. Летим дальше. Оснащены смарт-часы TFT HD экраном с разрешением 240 на 269 пикселей. Безеля нет, экран имеет слегка закругленные края, рамки заметные. Ко всему есть подбородок, но я ожидал больше рамки. Скроллинг с рывками, система работает с заметным подтормаживанием, сенсорный отклик не печальный, передвигаться по интерфейсу в целом возможно. Интерфейс доступен на русском языке, шрифт читабельный, перевод местами некорректный. Экран выдает 400 люксов на 100% яркости, это круть. В принципе, этой яркости достаточно для повседневного использования, но запаса яркости нет. И на солнце у вас, возможно, будут проблемы. Функции автоматической регулировки яркости на борту нету, автовыключение экрана можно настроить максимум до 30 секунд. В настройках можно изменить стиль меню, установить блокировку на смарт-часы, включить функцию экономии энергии, поменять циферблат, изменить язык системы. При повороте запястья экран загорается с заметной задержкой, и выключить его, накрыв ладонью, нельзя, но можно включить тапом. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх панель уведомления, первый свайп слева направо карточки быстрого доступа, а далее уже идут виджеты, которые можно персонализировать под себя. Но вот сортировать приложение в меню или менять функции панели быстрого доступа возможности нет. В меню мы имеем контакты, которые можно добавить через приложение до 10 штук, набор номера, погода, календарь, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым ассистентом на смартфоне, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, секундомер и таймер, но в фоновом работает только таймер, калькулятор, Bluetooth-кнопка для удаленной фотосъемки через фирменное приложение, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Разумеется, загружать что-либо на эти смарт-часы возможности нет. Функции поиска смартфона, фонарик и настройки. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, подключать внешние Bluetooth-устройства возможности нет, как и нельзя подключить смарт-часы к Wi-Fi. Также нет NFC-модулей и GPS-навигации. Hello Watch S6 поддерживают функцию Bluetooth-звонков, звонить с часов можно. Микрофон и динамик отрабатывает плохо, даже в тихой обстановке иногда приходится повторять фразы для того, чтобы собеседник понял, о чем идет речь. Уведомления приходят практически моментально, иконки отображаются, но смайлики нет. Длинный текст полноценно на смарт-часах не посмотреть. Отвечать на звонок быстрыми ответами возможности нет, как и нет возможности отвечать на уведомления. Вибромотор топорный, но настраиваемый. Дальше. Спортивных режимов на борту много, разумеется. Но отслеживание плавания я не обнаружил, да
Да и сказать, что они подходят для спорта, я не могу, так как оценка после тренировки вовсе неверная. Тренировка не работает в фоновом режиме, настроек для тренировок нет, но во время тренировки можно пользоваться плеером. Шагомер отрабатывает с заметной погрешностью, в основном он накручивает больше шагов, чем необходимо, но и бывало, что вовсе не считает шаги. Смарт-часы могут измерять пульс, СПО2 и уровень стресса в автоматическом режиме. Смарт-часы у воздуха пульса и СПО2 не считывают, но результаты измерений далеки от правды. Если в состоянии покоя они изредка выдают неверные показатели пульса, то что говорить о мониторинге во время нагрузки или какой-то активности? Мониторинг сна показал себя плохо, так как фиксация отхода ко сну и пробуждению некорректная, что можно сказать и про фазы сна. Отмечу, что можно включить напоминание об активности, напоминание о приеме лекарств и необходимости попить воды. Также есть дыхательные тренировки. Графики на смарт-часах отображаются, но информации в них мало. Далее, емкость аккумулятора 270 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 40 минут, время автономной работы в стандартном сценарии использования с периодичными Bluetooth-вызовами. По моим тестам 8 суток. Далее, водонепроницаемость IP68. Конечно же, я протестировал данную модель на водонепроницаемость, окунув их в воду. Вода на смарт-часы никак не повлияла, но купаться в соленой воде или ходить в баню вместе с ними я не советую. Летим дальше. Halo Watch S6 работает в паре с приложением Halo Fun. Приложение переведено на русский язык, но не полноценно. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, третья вкладка — это подключенное устройство и профиль. На главной странице с часами мы видим заряд в процентах, магазин с циферблатами, не особо их много, но можно установить любую фотографию на заставку. Помимо перечисленного, также есть возможность настроить уведомления, настроить мониторинг здоровья, воспользоваться стандартными настройками смарт-часов и обновить прошивку, и мне обновление уже прилетало. Минусы: слабый вибромотор, к сожалению, экран не AMOLED, не дополнительных вспомогательных функций в программном обеспечении, некорректный мониторинг здоровья, вряд ли они что-то там допилят, плохо отрабатывает микрофон, качество звука у динамика оставляет желать лучшего, мягко скажем. Сборка плохая, материалы дешевые. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Этим вы очень сильно поможете проекту, если хотите, чтобы обозревал все, потому что вы заходите в магазин, смотрите красивые, но не знаете, что там. Вот я вам кратко рассказываю об этом деле. Если у вас есть свои наблюдения по поводу какой-то железки в обзоре, лучше напишите комментарии без мата и без хамства и без оскорблений. И тогда вы поможете другим. Резюмирую, Halo Watch S6 как устройство в форм-факторе смарт-часов модель неплохая, учитывая стоимость. Но по функционалу их спокойно уделывает любой браслет от Xiaomi или Huawei. Лично для меня я бы приобрел смарт-браслет, а не дешевые данные смарт-часы. В любом случае, от меня девайсу скромная да, я уверен, что покупателей он своих найдет. Если вы его приобрели на распродаже, ничего такого, потому что аксессуары на то и аксессуары. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.